Чтобы начать изучать данный трюк, вы должны уметь делать тамбо-раунд. Видеоурок на этот трюк есть на нашем канале. Возьмите ручку так же, как и при выполнении тамбо-раунд, и сделайте тамбо-раунд. Дальше учимся заводить ручку на указательный палец. Для того, чтобы это сделать, вам нужно выпрямить указательный палец, когда ручка сделает практически полный оборот, и в этот момент отвести большой палец в сторону. Затем учимся подкидывать ручку. Когда ручка находится на указательном пальце, вам нужно немного согнуть пальцы, а также сделать быстрое движение рукой вверх. Вот как выглядит это движение рукой без ручки. И в конце учимся ловить ручку. Когда мы подкидываем ручку, она в воздухе должна сделать полоборота. После этого она должна приземлиться на большой палец. Ручка продолжит свое вращение. В этот момент отведите указательный палец, чтобы он не мешал вращению ручки. Когда ручка сделает полный оборот вокруг большого пальца, поймайте ее указательным пальцем. Трюк готов. Важное уточнение. Чтобы трюк получился правильно, нужно, чтобы начальная и финальная позиция ручки отличались. В начальной позиции синяя сторона ручки смотрит вниз, а розовая вверх. В финальной позиции синяя сторона теперь смотрит вверх, а розовая вниз. Это правильное выполнение трюка. На этом все. Пишите в комментариях, на какие трюки вы бы хотели увидеть обучение, и я обязательно сделаю. До встречи в следующем видео.